Христос воскресе! Друзья, благодарен за поддержку канала. Считаю, что важно рассказывать всему миру о том, что происходит в Украине. Мы делаем профессиональные субтитры на английском языке и делаем все вручную. Расшифровываем видео, переводим, вручную по тайм-кодам все это добавляется. Я считаю, что это важно делать именно под контролем знающего человека, потому что может получиться конфуз. И в принципе, если вы досмотрите видео до конца, то я покажу вам пример такого вот конфуза. Ну а сегодня говорим об очень важной теме, о захватах. И похоже, что представители ПЦУ ни дня без захвата прожить не могут. Вот сегодня же Черновицкая область, Буковина, и захвачен храм в селе Ренгач. Первое сообщение от Черновицко-Буковинской епархии о том, что вооруженные представители ПЦУ разбили голову отцу Серафиму, настоятелю храма в этом селе. Последний раз его видели на момент сообщения, когда оно было опубликовано 5 часов назад, и нет с ним связи. И есть подробности, что 4 года назад появилась там инициативная группа, которая перерегистрировала на себя устав и пыталась завладеть имуществом Украинской Православной Церкви, имуществом храма. И причем не спрашивая о том, что думает местная религиозная община. То есть все происходит по достаточно понятному сценарию противозаконному, но в то же время немало чиновников, которые, наверное, или исполняют какие-то указы сверху, или просто-напросто хотят лоббировать интересы организации ПЦУ, этому потакают. Вот буквально сегодня появилось такое вот объявление в одной из групп в социальных сетях, касающееся города Ворзель, это Киевская область. Там на 11 утра все приглашались в Ворзельскую школу, чтобы территориальная община, чтобы жители города решали, кому будет принадлежать храм. Вот почему-то им не приходит в голову прийти под какой-нибудь молитвенный дом баптистов или пятидесятников, или прийти под синагогу, или под мечеть и решать, кому будет принадлежать это здание. Вот прийти туда и просто-напросто решить, что теперь там будет собираться группа пастафарианцев, и будут там восхвалять летающего макаронного монстра, а не местная какая-нибудь баптистская община. Но здесь они могут себе это позволить, потому что на то есть такое вот негласное разрешение. Мы понимаем, что был закон, который протянули через парламент во времена Порошенко, где сказали, что община может определяться, но тогда же начались определенные подтасовки, что начала определяться не религиозная община, не настоящие верующие, не те, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, живут церковной жизнью, а чаще всего те люди, которые никакого отношения к церкви не имеют. Помните, я не раз говорил, был даже такой мем, что человек атеист, но атеист Киевского патриархата. И здесь мы видим то же самое, что эти люди не имеют ничего общего с верой зачастую, но все равно им очень-очень хочется завладеть церковным имуществом, которое потом стоит пустое, которым никто потом все равно не пользуется, главное его забрать у Украинской Православной Церкви. И заметьте, приглашают людей в школу, потому что в таких схемах чаще всего задействованы именно сотрудники сферы образования, которых можно заставить, на которых можно надавить, которые будут бояться потерять работу. А там, где нужно, мы видели, и детей зовут, и школьников. В общем-то, ничем не гнушаются, ничего святого для этих людей нет. И вот здесь они хотят решать вопрос перехода внезапно, срочно. Хотя говорят, что в других храмах Ворзеля, которые принадлежат ПЦУ, далеко не многолюдно. И там очень-очень мало людей. Но видно, им очень нужен еще один храм. Но очень важно им занять, так сказать, побольше, думая, что к ним люди пойдут. Но не пойдут. Не идут люди к плохому источнику. Люди понимают, куда нужно идти. Люди понимают, где благодать. То же самое мы видим и в селе Ренгач сегодня же. Мы видели всю неделю, как проходили захваты в той же Киевской области. Тоже агрессивные люди, которые приходили, оттесняли, иногда им помогала полиция, не пускали верующих в свой храм, не пускали священника, даже не давали забирать какие-то вещи. В общем-то, просто-напросто вели себя как самые настоящие религиозные рейдеры. Интересно, возвращаясь к селу Ренгач, посмотреть на страницу Романа Грищука. Это местный ПЦУшный активист, который прославился своими высказываниями, которые тянут не на одну статью Уголовного кодекса. Это человек, который, по-моему, ненавидит всех и вся. Несмотря на то, что написано, что он учится в Киевской православной богословской академии, вероятно, как раз на территории Михайловского,
там, где Сергей Думенко руководит процессами, очень странно, что у него слишком поверхностные богословские взгляды. Хотя, с другой стороны, какая академия, такие взгляды. И вот такой вот пост он публикует тут же после захвата храма в селе Ренгач. Украинское село Ренгач. Московский поп, я цитирую, рассказывал, что они и так украинская церковь. Вся литература в храме на русском. Все вывески на русском. Молитвы москворотые. Попахивает уже богохульством даже. Ни одного слова, ни одной надписи, ни одного богослужения на украинском. Молились российским царям и князьям. Вот так они тут насаждали русский мир. Но я решил посмотреть, что ж такое, что ж на тех фотографиях, которые он публикует. Здесь одна из молитв, причем на церковнославянском языке. Да, написано не церковнославянским шрифтом, как бы более современным, но все равно это церковнославянский язык. Такая вот памятка, что нужно сделать перед тем, как войти в собор. И я думаю, нормально, чтобы люди понимали, как нужно себя вести, потому что, как мы видим, те вот захватчики, они понятия не имеют, что делать в храме. Они вообще вот такое чувство, что попадают туда первый раз в жизни и, судя всего, и последний. Видим вот молитвы, которые обеспокоили. Здесь что-то даже зарисовано вот преподобному Сергию Радонежскому, Иову Почаевскому, Амфилохию Почаевскому. Но я понимаю, это чуждые святые для ПЦУшников. Да вообще, мне кажется, понятие святых и святость чуждо представителям религиозной структуры ПЦУ. Они просто не понимают, как это. Они привыкли надевать другую фуражечку, как только меняется власть, как только меняется политическая повестка. И быстренько перестраиваться, так сказать, дружными колоннами, идя к своему какому-то вполне земному счастью. А вот святость, святые, но это же не о них. Потом дальше Алексий Святитель, князь Даниил, чудотворец. Смотрим дальше. Такой вот календарь с цитатами, со словами, с надписью на церковнославянском языке. Итак, смотрим. Акафист святому благоверному князю Даниилу Московскому чудотворцу. Достаточно просто посмотреть. Младший сын Александра Невского, первый удельный князь московский, родоначальник московской линии Рюриковичей. Что интересно, здесь говорится, что он стал князем, и за него должен был править один из выживших старших братьев, Дмитрий, князь Переяславля. Знаете, где Переяслав находится? Совсем недалеко от Киева. И Андрей, властитель Градца Радилова. Ну, в общем-то, география-то она менялась, страны менялась, по-разному все называлось. И сказать, что этот человек совершенно не был связан с Украиной, с нынешней территорией, ну, безусловно, совершенно нельзя. Но и нельзя вот так вот перекраивать какие-то века, тысячелетия истории, просто рассказывая, сейчас оно выглядит так. Ну и, конечно же, давайте мы тут ревизию святых устроим. Ведь этот человек был канонизирован, этот человек почитается церковью как святой. Ну ладно, тут хоть какие-то вопросы есть. Дальше. Акафист ты же во святых отцу нашему Алексию, святителю московскому. Но здесь же просто найти, пожалуйста, митрополит Алексий, митрополит Киевский и всея Руси. Киевский и всея Руси, епископ, государственный деятель, дипломат. В 1354 году патриарх Константинопольский поставил его митрополитом Киевским и всея Руси. А обладая исключительным умом и способностями, был фактическим правителем Московского княжества при 3 московских князьях. Вот история, она интересно развивается, и мы можем увидеть с вами, что вот эти вот границы, они стирались. Я помню, слышал одну такую занятную историю, такой вот анекдот о человеке, который побывал в нескольких странах. Он побывал и в Австро-Венгрии, он побывал и в Чехословакии, он побывал и в Советском Союзе, и в Украине, не выезжая из своего родного города. Он не путешествовал, он просто-напросто жил в одном городе, в Мукачево. И вот здесь мы можем увидеть с вами вот подобную историю, когда все эти границы, они, понятно, условные, для церкви тем более. Но здесь же важно прицепиться, совершенно не вдаваясь в подробности и не выясняя, кто же этот святитель. Ну и особенно интересно, что он был поставлен Константинопольским патриархом.
которого ну так по-особенному чтут представители ПЦУ, потому что он, к сожалению, сейчас покрывает многие злодеяния. А здесь вот, пожалуйста, и мимо. Но что значит человек, похожий в своей академии, практически не учится? Некогда ему за его пропагандистскими выступлениями и захватами храмов. Но вот еще интересней. Акафист святой равноапостольной великой княгини русской Ольги. Знаете, кто такая княгиня Ольга? Вот ее памятник как раз стоит на выходе из Михайловского Златоверхова. Можно увидеть памятник работы Ивана Кавалеридзе, удивительнейшего человека. Княгиня Ольга, с которой связана история Киева, с которой связана история нынешней Украины, с которой связана вся эта земля, где мы с вами находимся. Но похоже, что для товарища Грищука все это неведомо. Все это совершенно непонятно. Вот главное вот сказать, главное показать, но они не такие, не так, не на таком языке, не туда. Да это огромное счастье иметь церковнославянский язык. Это невероятное культурное наследие, это невероятное духовное наследие. Представьте себе язык специально для богослужений. Язык, на котором молились наши предки. Язык, на котором молятся люди в разных странах. И вы, придя, можете просто стать на литургии и молиться на этом языке вместе с ними. И понять его очень-очень просто. Он очень-очень похож на тот язык, на котором мы говорим, есть свои нюансы. Но если вы ходите на богослужение чаще, чем раз в год, то у вас проблем точно никаких не будет. А у Грищука проблемы есть. И у ему подобных проблемы есть. Мне там пишут, ну какие же это захваты, люди же сами решили. Когда люди сами решают, они не вламываются с ломами, с дубинками, они никого не избивают. Они не заливают газом других верующих. Они не издеваются над священником. Они не выгоняют из дома его детей. Они не разбивают ему голову. Они не пытаются всячески воздействовать на прихожан, которые выходят из-под сферы их влияния. Никогда они этого не делают. Но мы понимаем, что нет ничего святого для этих людей. Нет никакой веры, которая была бы в их сердце. Что интересно, профессор Бременского университета Николай Митрохин, который и многие годы исследует религиозную ситуацию в Украине, которого нельзя назвать симпатиком Украинской Православной Церкви, который равно удален от всех этих религиозных организаций, но, по-моему, он очень четко обрисовывает ситуацию. Вот он описывает и передает одно из посланий, которое ему пришло по поводу Ивано-Франковска, того самого, где был кровавейший захват с газом, с избитиями, с нападениями на местного архиерея владыку Никиту. И, в общем-то, он пишет, что вот храм, тот собор, который забрали, он был последним действующим. Забрали его как средневековые дикари с погромом всего имущества, потасовками и слезоточивым газом. Все это имело резонанс. И даже кто-то из ПЦУ написал заявление, что такое, как во Франковске, делать не подобает. Но тем не менее, в конце апреля мэр и организаторы захвата получили в этом храме грамоты от Епифания за заслуги перед ПЦУ. Почти 2 месяца, пишут верующие, нам негде собираться на богослужение. У кого есть возможность, едут в другие области, у кого нет, сидят дома. Но хочу рассказать о дальнейшей судьбе нашего храма. Все, как в ваших прогнозах, стоит пуст. Если у нас там каждый день была литургия вечерняя, в воскресенье и праздники 2 литургии, и суммарно в среднем около 500 человек, то теперь в будние дни храм закрыт. А в воскресенье нет желающих ни петь, ни молиться. Священники тут по очереди. Для ПЦУ этот храм не приобретение, а обуза. Забрать для ПЦУ, который в прошлом у АПЦ и бедное, думаю, со временем его тихо передадут УГКЦ. Тем временем надо чинить то, что разгромили при захвате, и платить коммунальные, а неоткуда. За неуплату в ближайшие дни грозятся отключить электричество в храме. Мэр греко-католического города и борец к московским патриархатам Марцинкев, очевидно, собрав все бонусы, устранился, ведь об этой победе больше не пишут СМИ. Даже о концерте оркестра Национальной гвардии, который должен был быть на прошлой неделе, не было ни пресс-анонсов, ни пресс-релиза в новостях. Бедные спасаются тем, что ездят по области собирать пожертвования, жалуясь, как им ничего не оставили. Интересно, что епархиальное управление ОПЦ, которое в частной собственности по другому адресу, под наблюдением, там живут беженцы. Как администрация оно не функционирует.
Но стоило представителям духовенства и верующих встретиться там с представителями ООН, а мы знаем, что встречались представители Ивано-Франковской епархии с представителями ООН и рассказывали о тех гонениях, которые там были совершены и совершаются, как это зафиксировали на фото и теперь распространяют с неизвестных профилей ФБ. Видимо, провоцируя агрессию горожан, сама встреча не была анонсирована и проходила среди недели. То есть, что мы видим с вами? Вполне типичную картину. Захватили, что с этим делать не знают, сами обеспечивать это не могут, идут везде с протянутой рукой, пытаясь вот что-то для себя, какие-то очки выторговать. Мэр отработал, мэр как бы получил для себя какие-то политические баллы, идет вперед, забыв о храме, забыв об этой проблеме и дальше, наверное, работая над очень точным распределением городского бюджета. И, безусловно, мы все это видим, мы это наблюдаем своими глазами, мы это видим в наших городах и селах, мы видим все это безобразие и понимаем, что нельзя молчать, молчанием предается Бог. Об этом надо говорить и говорить как можно шире. Об этом нужно говорить как внутри Украины, так и вообще по всему миру. Для этого мы и делаем субтитры. И вернемся к тому вопросу, почему же мы стараемся делать их профессионально. Да, не дешево, да, не просто. Да, на это тратятся те все пожертвования, которые собираются. Но, смотрите, такая вот интересная новость, как вы знаете, в пятидесятнической среде сейчас некоторые перемены. В Большом Пятидесятническом союзе ХВЕ сменился руководитель, их бессменный лидер Паночка, который 25 лет там правил, который под себя переписывал уставы. Изначально больше двух, так сказать, сроков он не мог занимать этот пост, но переписал под себя и 25 лет сидел на троне. И, в общем-то, его в конце концов отправили на покой, отправили на должность казначея, выбрали другого руководителя. И вот Василий Войтович, человек, который давным-давно живет в Америке, пишет сначала украинскую мову, что в результате звітно-виборчої конференции, то есть отчетно-избирательная конференция этой самой церкви УЦ ХВЕ, которая происходила с 17 по 19 мая в Луцке, старшим епископом становится казачок Анатолий Михайлович. Засланный у тебя казачок, лазутчик. Надеюсь, не засланный казачок, хотя там есть к чему присмотреться. Но тут же перевод на английский, и, судя по всему, просто-напросто воспользовались Google Translate. И тут почему-то говорится, что это Ukrainian Orthodox Church of Ukraine, Украинская православная церковь Украины. Хотя это пятидесятники. Как говорится... Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются... Пятидесятники внезапно превращаются в еще одну православную церковь. Как вы понимаете, конечно же, это не так. Хотя Google думает иначе. Стоит ли доверять? Наверное, не стоит. Наверное, стоит это брать под свой контроль. И да, это сложно, да, это тяжело, да, это занимает кучу усилий, кучу времени. Но другого пути на данный момент просто я лично не вижу. Если вы видите, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Ну а пока продолжаю наблюдать за тем, что происходит. Доносить, собирать это, компоновать и максимально точно выдавать эту информацию, чтобы как минимум мы могли это знать. Предупрежден, знаешь, вооружен, ну а там, как говорится, на все воля Божья. Храним верность Богу, храним верность Его церкви. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. До скорой встречи.